Всем привет! С вами Яна, и сегодня я хочу вам показать, как я пробовала делать самодельные чернила алкогольные по рецепту из интернета, и что же из этого получилось. Рецепт я вам, конечно, не дам, потому что эффекта от этого никакого. Я вам покажу сейчас, что получилось из моих заготовок и что лучше не делать. Приятного просмотра! А пока я заливаю формочки прозрачной эпоксидной смолой, чтобы потом туда капать алкогольные чернила, которые я приготовила сама, и алкогольные чернила, которые покупные, настоящие, я буду капать в кристаллы, которые сбоку стоят, чтобы показать вам разницу. Так как белые чернила я самодельно не делала, я буду разбавлять эти чернила самодельные настоящими белыми алкогольными чернилами. Сейчас вы можете видеть, как я добавляю алкогольные чернила, капаю алкогольные чернила на мои заготовки, в мою смолу. Ничего не происходит. Я добавляю белую. Вы видите, белый цвет реагирует с эпоксидной смолой, но, как вы потом увидите, это ничего не даст. А когда я капаю самодельные чернила, они просто остаются без никакой реакции. Обратите на это внимание. Я сделала заготовки, те, которые были с белым цветом. И чтобы никто не мог подумать, что это я белым цветом что-то испортила, я сделаю нижний слой теми же цветами, только уже без добавления какого-то другого цвета. Чисто тот цвет, который был замешан изначально. Running through the fields and the back streets just to get away. I'm still holding on. Won't you give me your hand? 'Cause the cold nights get so dark. I don't want to let you go. Сейчас я начинаю капать настоящие алкогольные чернила в кристаллы. Посмотрите, все это бурлит. Краска реагирует на эпоксидную смолу. И выглядит совсем по-другому на поверхности. Она как будто вид сверху, потому что идет реакция. Краска совсем другая. Еще раз хочу вам напомнить очень важную вещь. При работе с эпоксидной смолой обязательно одевайте перчатки и защищайте свои дыхательные пути, одевайте маску. Это очень важно.
вот прошло 24 часа, и что мы видим? Ничего не застыло. Мне пришлось одеть перчатки, вся краска слазит. И заготовки гнутся. Все края выламываются. Как вы видите, у меня пальцы все красятся. Эти алкогольные чернила, которые мы делали сами, они просто остались на поверхности. Вот здесь я вам поближе сделаю. К сожалению, у меня тут взял немножко фокус в другую сторону. Камера. Все выламывается, видите, это размазывается. И неважно, беру я сверху заготовку, беру снизу. Вы видите, что у меня все формочки грязные. Вот наши кристаллики. Наши кристаллики вот такие вот они сверху стали. Красочка замерзла. А вот что получилось у нас внутри. Посмотрите, я сейчас сняла перчатки, потому что их можно без проблем брать в ручки. И сейчас я вам приближу и покажу, как красиво краска проникла в эпоксидную смолу и какие там образовались узорчики. Вот так-то с обратной стороны, а вот так это выглядит внутри. Очень красиво. Сейчас я включу еще свет, чтобы было лучше видно. И сейчас я вам покажу еще 2 кристалла в других цветах. Running through the fields and the back streets just to get away. I'm still holding on. Won't you give me your hand? 'Cause the cold nights get so dark. I don't want to let you go. Вот на этом зеленом кристалле видно разницу лучше всего. Видно, как хорошо краска проникла в эпоксидную смолу. Видно и белый цвет, и зеленый. Она дает отражение на весь кристалл. И кристалл весь отливает зелененьким цветом. Это очень большая разница по сравнению с тем, вот вы сейчас видите, что у нас получилось с самодельными чернилами. Сейчас я вам покажу оба вот этих. Один кристалл и одну из заготовок рядышком, чтобы было прям наглядно разница. Даже вот как сверху лежат чернила, очень хорошо видно, что это абсолютно разные варианты. Как вы понимаете, все заготовки с самодельными чернилами мне пришлось выкинуть. Это просто трата денег и эпоксидной смолы. Не делайте так никогда. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Будет еще много всего интересного, рукодельного. И до скорой встречи. Пока.